Для изготовления корзинки нам понадобится шпагат. Толщина будет зависеть от того, насколько большую вы хотите сделать корзинку. Кусок мешковины для дна корзинки, клей ПВА, ножницы, емкость с водичкой, формочка, на которой мы будем делать корзинку, нитки в тон корзинки, кисть и игла с широким ушком, чтобы можно было продеть в нее шпагат. Итак, берем мешковину, и нам нужна окружность, которая будет чуточку меньше дна нашей формы. Можно, конечно, это сделать циркулем. У меня циркуля не было под рукой, поэтому я нашла баночку, у которой дно немножечко меньше, чем формочка, на которой я буду делать корзину. И делаем 2 окружности одинакового размера. Дальше нужно придать жесткости нашему дну. Берем клей ПВА и смешиваем его с водичкой, которая у нас была в стаканчике. Должен быть довольно-таки жидкий состав. Наносим эту смесь на наши окружности. Эта ткань, вот эта мешковина, она очень сильно осыпается, поэтому если не проклеить, то окружности очень быстро развалится. Так, я нанесла клей ПВА с водичкой на окружности, и теперь нужно дать клею высохнуть. Убираем пока в сторону мешковину, и пока наш клей сохнет, мы нарежем небольшие ниточки шпагата для того, чтобы сделать каркас. Это будут вертикальные ниточки, они будут располагаться в нашей корзине вертикально. Количество их, в принципе, на ваше усмотрение, но обязательно должно быть нечетное число. И одна из ниточек должна быть длиннее других. Она у нас будет переходить в ручку корзины. У меня здесь 14 коротких ниточек и одна длинная для ручки. Когда мешковина подсохла, можно аккуратненько вырезать окружности. Как видите, ничего не осыпается, ничего не распадается. Итак, обе окружности вырезаны, и теперь на них можно приклеивать уже ниточки шпагата. Приклеивать буду при помощи клея момента. В принципе, можно сделать также ПВА, но только будет долго сохнуть. Момент чуточку быстрее схватывается. Проклеиваю ниточки по всей окружности. После того, как я приклеила все ниточки, которые будут располагаться у нас в корзинке по вертикали, я беру вторую часть донышка и прикрываю сердцевинку. Склеиваю верхнюю часть донышка с нижней.
также при помощи клея момента. Пока клей сохнет, у меня есть возможность хорошенечко прижать верхнее дно донышка и нижнее донышко. При этом я еще и могу поправить ниточки, расположение ниточек. Клей полностью просох. После того, как клей просох, я приклеиваю еще одну ниточку. Этой ниточкой я буду уже создавать саму корзинку. Вот она, длинненькая ниточка. Теперь я могу мою основу прикрепить на формочку, с которой я буду работать. Обтягиваю ниточками формочку, и для фиксации я возьму проволоку. Такой проволокой обычно скручиваются шнуры, когда вы покупаете бытовую технику. С ней удобно работать. Пробовала канцелярской резинкой, но это не очень удобно. Я подкручиваю проволоку не до конца, так чтобы у меня была возможность распределить все ниточки. После того, как я распределю все ниточки, я еще немножечко подкручу, чтобы они крепче держались. Когда все ниточки распределены, я беру длинную нить, которой я буду обматывать корзиночку, продеваю ее в иголочку и начинаю обматывать мои ниточки. Все время чередуя. Под одну нить подкладываю, на другую накладываю. Под одну подкладываю, на другую накладываю. Так я буду делать до самого верха. В процессе у меня закончилась нить, не хватило ее. Мне осталось еще немножечко обмотать. Это не страшно. Добавляю нить, беру новую нить, смазываю ее немножечко клеем ПВА. После того, как смажу клеем ПВА, я ее еще и прошью. Так как времени ждать, пока просохнет полностью клей, нет, я смажу клеем ПВА, прошью и продолжу работу.
нить готова, перехода почти не видно, можно продолжать. Итак, заканчиваю работу. Я дошла вплоть до самой проволочки, очень плотно к проволочке подошла. Корзиночка моя получилась очень плотненькая. Дальше я проклею корзинку, чтобы в итоге она не прыгала, не двигалась у меня, а была плотная, жесткая корзинка. Проклеиваю точно так же клей ПВА и водичка. После того, как корзинка проклеена, я оставляю ее подсыхать. Именно подсыхать. Главное, чтобы она полностью не просохла, потому что иначе потом прошивать будет очень и очень сложно. Когда моя корзиночка подсохла немножечко, я снимаю проволоку и сниму ее с каркаса. С каркаса буду снимать очень осторожненько, так как она еще подвижная, чтобы не сломать, не стянуть где-то шпагат. Вот такая вот корзиночка получилась внутри. Очень аккуратненькая. Ничего нигде не торчит. Аккуратненькое донышко, переходящее в стенки боковые. Следующим этапом будет создание ручки корзинки. Я беру дополнительную нить, потому что обматывать ту ниточку, которую я оставила, одну, ручка получится очень тонкая. Поэтому я дополнительно беру нить, продеваю нить в иголку и с противоположной стороны от того места, где у меня начинается ручка, я вдеваю эту нить. Оставляю краешек приблизительно такой же длины, как у меня рукоятка с другой стороны. Убираю иглу, она мне здесь больше не понадобится. Дальше накладываю одну рукоятку на другую, так, чтобы у меня две нити лежали одна на другой. То есть обматывать я буду эти две нити, которые я себе приготовила. Обматывание заключается в обычном оборачивании вот этой длинной нитью моей рукоятки.
Так я делаю от начала и до самого конца. Главное, чтобы ниточки при оборачивании ложились плотно друг к другу, чтобы такая плотненькая, аккуратненькая ручечка получалась. Таким образом я дохожу до самого конца, так чтобы мое оборачивание было прям впритык к самой корзинке. Закрепляю пока что нить зажимом, чтобы она у меня не расползлась. Беру иголку с ниткой. И следующая моя задача — это прошить 3 нити, из которых состоит моя ручка, 2 внутренние и 1 оберточная, спрятав их внутри самой корзинки. Обрезаю остатки нитей. Дальше я приступлю к обшиванию уже верхней части. Нить я не срезала с иглой, я убрала только нитки шпагата. Я начинаю обшивать корзину по кругу. Каждую выступающую нить, это вертикальные нити, расположение этих нитей в моей корзине было вертикальным, я поворачиваю горизонтально, и каждую из них я оборачиваю иглой несколько раз, фиксируя ее в этом горизонтальном положении. Затем остаток нити я срезаю, когда дохожу до следующей. Так я делаю всю корзиночку по кругу. Фиксирую нить. И вот так будет выглядеть корзиночка на данном этапе работы. Уже очень аккуратненько. Дальше я буду оборачивать верхний край шпагатом. У меня это будет нить шпагата, но при желании можно взять какую-то другого цвета нить, в принципе и для ручки тоже, или тесемочку, и сделать эту корзиночку декоративной. Продеваю шпагат в иголочку. Дальше я просто начинаю оборачивать мой край. Протыкаю иголкой корзиночку на определенном расстоянии от края, оборачиваю и снова повторяю это действие.
Протыкать не так-то уж и легко. Корзиночка, клей точнее, уже немножечко подсох. Но, тем не менее, это можно сделать. По идее, здесь было бы неплохо использовать плоскогубцы с тонкими краями, потому что тяжеловато просто руками вытягивать иголку. У меня просто под рукой их не было. И эти же действия повторяем полностью по всему краю, верхнему краю корзины. Вот такой аккуратненький краешек у нас получается. Важно довольно-таки близко продевать иглу, чтобы ниточка к ниточке лежала. Доходим до самого конца, прям вплотную к ручке. Измеряем, сколько нам нужно ниточки, чтобы ее аккуратненько внутри зафиксировать. Обрезаем и пришиваем краешек. Срезаем нить. Вот наша корзиночка уже готова, но она вся мягенькая. Вот здесь уже готовая корзиночка, у которой ручка плотненькая, не гнется, в отличие от той, что мы сделали сейчас. И последний этап — это проклеивание всей корзинки уже целиком. После того, как подсох клей, придаю руками нужную мне формочку корзинки, изгибаю, как мне бы хотелось, рукояточку и даю полностью просохнуть. Итак, вот такая вот корзиночка у нас вышла. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!